Всем привет! Начинается четверг. Смотрите, середина зимы, я сказал бы. Обещают к выходным уже где-то 20, потом дожди, потом снова похолодание. Там 15 будет, то все. Пока что обещают, потихоньку будет подниматься температура. Мне надо в микроцентр по делам пошляться. Заодно, думаю, возьму камеру, поснимаю что-нибудь. Заодно я туда редко попадаю в последнее время. И поеду не машиной, а общественным транспортом. Я уже так долго не пользовался общественным транспортом, потому что не знаю, сработает ли моя карточка, и заряжена ли она, и сколько сейчас что стоит. Так что сейчас сначала пиляем на метро, или на что там, посмотрим. И дальше будем посмотреть. Первое, что мы попробуем, это метро. Вот оно. И сколько же я здесь не был на катедрале. Да черт знает сколько, вышел. Это последнее на этой линии Д. Конгресса де Тукуман, видите, а с этой стороны катедраль. Так, я смотрю, тут торговые ряды пооткрывали. Ферия де ла Сьюдад с разрешения правительства города. Раньше тут, как говорят, мы на полу продавали всякие, называлось вендедори амбуланты, то есть уличные продавцы, их гоняли постоянно. А теперь вот вместо уличных продавцов пооткрывали, так сказать, разрешенных. А вон вижу, дальше и уличные продавцы, наверное, есть. Сейчас посмотрим. Я тут. О, который кричит камби, это который меняло. О, слышно. Реали с евро меняем, типа. Реали с бразильской валютой, евро понимаем, да? О, а вот вам и обычные продавцы торчат. То есть, в принципе, все как всегда. Где как кто договорился, так и работает. Кто-то официально, кто-то нет. Но продажа должна идти. Мы находимся в центре, но я только что не пойду, там еще 100 метров и на правительственные, как говорят, здания, но мы туда не пойдем. Мне надо по делам медицинскую страховку кое-что повыяснять, давно уже. Я вот собрался сегодня сходить. Так, ну что, перебегать не будем. Вот, смотрите, вон там флаг Аргентины и там Каса Росада, то есть этот самый президентский дворец, скажем так. А с другой стороны, мы, может, сегодня еще попадем туда, там Конгресс. Если все будет зависеть от того, надо мне туда или нет, когда я тут повыясняю. Пойдем. Машин нету, значит, можно идти тут так. Ладно. Продавцы всевозможные на улицах. Я думал, их уже давно повышибали отсюда с улиц, но нет. Торчат. Торчат еще. Ладненько. Да, еще работка сидеть тут продавать. Когда-то и я такой ерундой занимался. Всему, каждому периоду, как говорят, свои приколы. Тот период был такой, теперь уже другой. Смотрите, кажется, микроцентр, а в закоулках их чего, не так уж круто. Мне не очень нравится. Как-то все замусорено, у нас красивее. Так, народ, мы выходим на большую авениду, широкую, 9 де Julio. Вот, девочки наши на этих катаются самокатах здесь. Пойдем в сторону Конгресса. И таким образом сейчас я вам кое-что порассказываю. Пойдем в сторону Конгресса. Посмотрим на все. Смотрите, какая широкая авенида. Часто у меня с машины ее видно. Но теперь будем по ней идти. Только я перейду, наверное, на ту сторону. Там под деревьям пойдем. Значит, ходил я в свою медицинскую страховку. Я когда-то рассказывал, что где-то... Так, очки надо одеть темные, потому что сейчас будет солнце. И потом дальше. Когда-то рассказывал, что мне должны сделать были уже 1,5 года назад
одно маленькое вмешательство в ухо, вставить там такую штучку для вентиляции, бо там что-то какая-то, в общем, жидкость. Ну, это не надолго, сказали на месяц-два, и потом ее вынимают, и она зарастает, или там, ну, в общем, зашивают, если не зарастает, называется дьявол. Не знаю почему, дьявол такой. Это силиконовая штучка маленькая. Вот я эту операцию жду 1,5 года. С марта 2021 года. Сейчас мы находимся в конце июля. Это я для тех, кто хочет приезжает сюда сейчас много, просто вал валит из тех стран. И вдруг у них столкнется с такой штукой, то им тоже надо знать, как себя, как говорят, искать потом. И вот сколько не хожу туда, мне говорят, ну вот нету этой штучки, то есть самой силиконки, которую вам надо поставить. Не прислали, не прислали. И вот бесконечно. И вот каждые 2 месяца я хожу, и они каждые 2 месяца мне рассказывают какую-то сказку. То я пропустил, то 5-й центр сначала оформлялся в одном, потом хирурги переехали в другой центр, потом переехали в 3-й центр, куда мы сейчас и идем. И все время какую-то байку рассказывают. Я вот в последний раз был где-то месяц назад, и мне снова рассказывали байку о том, что там они все узнают, все выяснят, и одним словом все будет, найдут. Ну так и больше ни звонка, ни гугу. И вот, то есть, если ты не будешь их тревожить, так и будет. Вот я уже так 1,5 года. Вон там идут манифестанты на манифестацию. Видите, их привезли, раздали, в общем, жилетки, плакаты, пошли они. В центре, наверное, будут забастовку делать. Ну, вопрос не в том. Значит, я сегодня ездил в центральный офис вот этой всей медицинской страховки, там по 2 вопросам, ну, пока осмотрим первый. Насчет моей операции. Начали добивать. Говорю так, мне назначали операцию в марте 2021 года. В феврале врач назначил 2-й раз операцию и попросил ускорить. Даже сам хирург попросил ускорить. И с тех пор, говорю, я ни хрена не могу найти, где это моя силиконовая штучка, это дьявол. Что вы думаете, мне сказали? Мне сказали, в конечном итоге рыли, куда-то звонили, ну тут в центральном офисе. Выяснили и дали номер телефона той организации, в которой как бы моя штучка была куплена, и где она делась, оттуда надо ноги делать. В конечном итоге я только что созвонился с этой организацией и начал спрашивать, где моя штука. Они там по телефону вроде как нашли, по спискам своим нашли и сказали, что они ее отдали. Только отдали не в тот центр, который мне надо. Не в тот, где у меня как бы операция назначена, а в другой центр медицинский нашей страховки отдали. Ого, сколько полиции, наверное, на демонстрации едут. Посмотрим заодно. Я буду периодически, видите, то там что-то новенькое, я и показываю. И вот в конечном итоге они отдали вообще в другой центр. Но, говорит, ты можешь ее купить просто, и пускай тебе сделают, а потом ты, мол, типа, медицинская страховка, хай тебе твою покупку вернет деньги. Так, сейчас это посмотрим, потом порассказываем. Я его спрашиваю, говорю, а сколько это стоит вообще? Ну, вот эта штука, которую мне собираюсь ставить. Он говорит, 1200 песо. Прикидываете, блин, оно стоит дешевле килограмма мяса в магазине. Я говорю, вашу, как говорят, эту родственницу, блин, из-за 1200 песо, которые я мог бы заплатить и уже 100 раз уже забыть вообще про существование этого всей проблемы, я 1,5 года оббиваю порой, чтобы найти, где оно. Вы не могли сразу сказать, что это можно купить, принести и все вам? Спросил, где они находятся. Я говорю, вы хоть в капитале, в Буэнос-Айресе. Они говорят, в этом самом китайском районе. Я говорю, блин, да это вообще 10 минут ходьбы от меня, 15 минут я живу от вас. Я приду, куплю ее и все. Так что сейчас пойду посраться трошки с этими самыми. Снова с этими всеми административными работниками в центре хирургическом. Поспрашиваю, что за, блин, фиговина? Почему они не узнали, а вот я должен вот это бегать, узнавать, где оно находится, добиваться. Не узнали, куда ее отправили, не взяли, мне уже давно это все не сделали.
или пускай бегут в этот другой свой центр и оттуда привозят, или я пойду куплю, принесу, всучу в зубы хирургу, скажу, на, делай, не морочь мне бошку. Так что вот так. Это вот называется маньяна, знаете, типа, да, потом, завтра. И вот это завтра аргентинское, оно бесконечно, это завтра. Так, хотите Дон Кихота увидеть? Сейчас я вам покажу Дон Кихота нашего. Так как я все равно... И он, наши манифестанты, прут, наверное, воевать с долларом. Вон. Я сейчас про доллар вам еще расскажу. Вот это Дон Кихот, Санчо Панса. Тут же бомжи около Дон Кихота, и все, вон, на коньяке сидит. А вон манифестанты с плакатами прут. Я же говорил, там Каса Росада, то есть этот самый президентский дворец. А там, куда мы идем, Конгресс, вот они сейчас, видите, куда? Наверняка идут, раз будут переходить, в Касу Росаду. У нас же доллар как ненормальный скачет. Это у вас там доллар не в цене, а у нас он в цене, аж свист идет. Так что не знаю, кто там рассказывает, доллар падает, доллар никому не нужен. Если вам никому не нужен, выбрасывайте его в Аргентину. Мне отдавайте, если вам он не нужен. Вот. У нас доллар растет так. Вчера, позавчера, читаем в газете, первый раз типа в истории доллар перескочил на 300 песо за доллар. Это Света прочитала, так сказать, через минуту. Я пришел, она в парке сидела, это почитала новость. Тут раз говорит, слушай, знаешь такую новость, доллар перескочил за 300 песо. Я говорю, да ты что? Да, смотри, раз, открывает мне газету, там уже новая новость. Доллар перескочил 303 песо. Круто. То есть пока она мне эту новость рассказывала, он еще на 3 песо поднялся. Вчера заглядываем, написано, доллар перескочил на 317 песо. Так что не знаю, сколько он сегодня, уже этот доллар. Он позавчера был 300, 303, вчера был 317. И теперь некоторые экономисты говорят, что это будет видение Божье. Ну типа самый лучший вариант, если мы доживем до Нового года с долларом меньше, чем 400. Что это будет миллиагра, как у нас называется. То есть это будет снисхождение Божие. Если мы дойдем до Нового года и доллар будет меньше 400. Центр. Блин, у нас на Кабильдо красивее будет, чем этот центр. Ну тут вечно руины, потому что манифестанты туда-сюда ходят. От этого самого, от одного правительства до конгрессменов наших с забастовками, флажками. Сейчас снова будут ходить. Соответственно, у нас тут постоянные сейчас выступления, забастовки. Все кричат, что им надо повышать зарплату. Вот. Некоторые говорят, ну это же хорошо, что доллар увеличился, это же нам лучше, мы же типа в долларах, ну как бы дешевле будет. И так вот, я хочу рассказать, что а нифига, ребята, так, ну когда они же все тут переедут, нифига оно дешевле не будет. Дело в том, что, во-первых, оно не дешевле, потому что мы же в долларах зарплату не получаем, мы что получаем в песах. А во-вторых, вы думаете, что все аргентинцы просто такие дураки, которые не повышают цены? Они хоть и в долларах не получают, но они почти, ну как бы на все сразу реагируют и цены повышают моментально, в разы, в разы, в разы, в разы. Вот. Даже, к примеру, что у нас в пресс-транспорте со следующего месяца в провинции Буэнос-Айреса вроде бы обещают повысить на 40%. То есть у нас повышается от повышения, вот типа на 40% раз на следующем месяце. Я уже говорил, что за газ, за свет нам повысится в следующем месяце где-то в разы, то есть раз в 5. Вот. Потому что субсидии забираются, у кого там, ну как бы не совсем бедный, субсидии забираются, и сразу цена становится в 5 раз дороже. То есть если ты платил 1000, будешь платить 5000. Ну, так что аргентинское повышение, оно вот такое. Единственное, что мы пока заметили, что как бы не повысилась в связи с долларом, это цена на недвижимость. То есть она пока что осталась на уровне 10-летней давности. А почему? А потому что у людей денег нет. Вот в чем прикол. То есть зарплата не повышается, а доллар повышается. Если когда-то та же самая зарплата у пенсионеров составляла $1000, то теперь та же самая зарплата при этом повышении составляет, там, не знаю, скоро будет, наверное, то есть не зарплата у пенсионера, а пенсия,
наверное, будет $100 уже теперь пенсии. Соответственно, откуда они наберут деньги на покупку всякой недвижимости? Так что, ребятки, доллар у нас скачет как ненормальный. Кто там говорит, что доллар никому не нужен, отдавайте его мне. Если что, там у меня можете, вот, есть в описании канала счета криптовалютные, туда все свои USD-шки скидывайте, которые никому не нужны, и все. Там еще читаю все. Ну все, криптовалюта тоже никому не нужна, она уйдет в руины. Я думаю, блин, надо побыстрее из этих руин что-нибудь поподымать там. Пока оно все в руины не ушло. Надо, чтобы мне все поперекидывали, если вам некуда будет. А я вам буду вон киношки снимать, ходить. Также у нас вот такое дело. У нас постоянные повышения, у нас бесконечные скачки доллара. Вот сейчас иду и, честно скажу, не знаю, сколько он стоит. Вчера был 317, может уже и 330, а я еще не в курсе, пока хожу. Так что... Ой, блин, теперь тут вообще страшно ходить на русском, разговаривать языке. Не потому, что он обращает внимание аргентинцев, а потому, что тебя уже половина людей понимать скоро будет. Тут уже скоро русскоязычных будет больше, чем этих самых, чем испаноязычных. Вот в чем прикол. Сюда ж пруд как ненормальный, как будто тут медом намазано. Прикиньте, еще пару лет назад вспоминаю, как все там хаяли на канале. Да кому она нужна, это недоразвитая Аргентина, да это Южная Америка, у них товаров нет. Вот у нас машины, вот у нас товары. Теперь, блин, что-то я смотрю, все совсем наоборот. Что-то это ненормальная Аргентина всем так резко стала нужна. Как один меня спрашивал, говорит, скажите, почему Аргентина? Так и хочется ответить, да чтобы подальше от всех. Вот потому именно Аргентина. Ну, он меня спрашивал, почему я выбрал Аргентину именно. Я же говорю, чтобы быть подальше от всех. А теперь вижу, надо будет вообще куда-нибудь там пингвинам на Мальвинские текать, чтобы подальше быть. Вот тут Буэнос-Айрес скоро будет заселен вновь приехавшими. Ладно, я уже дохожу до центра. Вон Конгресс. Видно на том краю парка. Тут я уже вам снимал. А вон там центр, который мне надо. И пойду добивать их морально. У меня теперь есть все контакты, где валяется мой Диабло. Так, только сначала послушаем, какую песню они мне споют. На мне есть микрофон, они когда разговаривать не знают. Все записывают, еще можно подставить, да, что они тут какие байки рассказывают. Так, потом пойдем еще где-то погуляем. Ладно, вышел я с этого СЭКАК, это наша медицинская страховка. Кстати, для тех, кто тут начинает свою деятельность, там моноатрибуты, открывать все, чтобы знали, что АСЭКАК и плюс еще куча всяких медицинских страховок, которые находятся в налоговой инспекции, когда вы открываете деятельность, там выберите себе медицинскую страховку. Так вот, вы можете выбрать АСЭКАК, но вы не получите все равно, вы будете платить. В общем, есть негласный этот самый. Они, во-первых, 4 года назад вообще не хотят больше брать моноатрибутистов, а только тех, которые работают как бы, ну, в общем, на кого-то работают. А от моноатрибутистов отказываются. Они просто не могут выгнать по закону тех, кто уже есть, а новых не берут. Или же недавно там у них негласно прошла такая инструкция, что можно взять моноатрибутиста после того, как он 1,5 года, то есть 18 месяцев платил типа в обру социаль, то есть вот им платил как бы налог на них, они получали деньги, но он не был. И теперь как бы так втихаря его можно оформить. Потому такие задвижки, что никого не оформляют новых. Так что если вы готовы оформить свое моноатрибуто, выбрать эту как бы медицинскую страховку, которая называется вот так, то можете поверить, что вы 1,5 года как минимум не будете вообще получать. В общем, к врачу вы попадать не будете по ним. Вы будете просто платить бабки и все. То есть получается замкнутый круг, что как бы вы имеете право, ну как бы иметь медицинскую страховку, потому что вы платите за нее. Но реально вы ее иметь не будете. Это вам такой лайфхак. Или не выбирайте, или будете согласны с тем, что вы будете платить, но не будете получать их сервисов. Так, по моим вопросам я с ними как положено поговорил. В конечном итоге они мне дали снова талончик на то, чтобы я предстал перед хирургом во второй половине
августа, да, то есть через почти, ну да, через месяц. На раньше нету талончиков. И хирург не мой, а какой-то, ну не мой, он разговаривать умеет. Я имею в виду не тот, с которым я вел все эти дела, а какой-то другой. Потом тот, с которым я начинал и вел все эти дела мои, он уже не работает с ОСК, не работает с этой медицинской страховкой. Он сам себе в госпитале где-то работает. Так что сказали, будет новый хирург, ты придешь, ему там все расскажешь. Я говорю, да, он меня пошлет на новые какие-нибудь анализы, еще какую-то фигню делать, и укажу, ты будешь снова 2 года вперед. Ну, не знаю, говори с доктором. Так что это я вам про нашу аргентинскую бюрократию. Самые главные бюрократы сидят вон там, которые бесконечно пытаются принять какой-то закон, и его ни хрена не принимают. Наподобие закон про альтилеры, про этот самый, про сдачу квартир и все такое. Вот года обещают поменять, потому что никто не хочет сдавать никаких квартир. И так они все, как написали, está en agenda, то есть в записной книжке у них уже есть этот закон, чтобы его типа надо рассматривать. Но когда они его сделают, наверное, тоже через год. Вот такая наша житуха. Но это все фигня. Главное в этом, это то, что скоро весна. Скоро весна, значит, скоро будет теплее еще, сейчас до 20, а будет до 40. Мы сможем спокойно ловить своих карпов, кататься, загорать, греть пузо свои 9 месяцев. Вот эта страшная зима скоро закончится, такая как сегодня. Ха-ха. Эта зима еще, слава богу, была. Ни каких-то заливных дождей, ни каких-то особых холодов. Так, несколько дней туда-сюда. Да и все. Блин, это бразильцы ходят, разговаривают, слышно. Ладненько, пошлепали. Пойду я пройдусь чуть-чуть вот так вот. Не хочу садиться на автобус, пойду. Там метро есть, на метро поеду дальше. Вот почему я не захотел ехать машиной сюда. Потому что, во-первых, стоянку фиг найдешь, а во-вторых, потом вот в этих пробках топтаться. Да мне легче, честно скажу, пешком домой прийти. За 2 часа я дома буду. Чем, блин, вот по этих пробках будут только нервировать эти пробки. Смотрите, что творится в центре. Там еще хуже. Это уже как бы около Конгресса. Где-то скорая, наверное, сзади пищит. Вот такой транспорт в Буэнос-Айресе. Крутенькая загрузка. Ну, хорошо, сегодня у нас четверг, завтра пятница. Пятница всегда такой денек, знаете. Мы вот решаем, когда нам завтра посылку принесут уже или нет. Света там позаказывала в Китае всяких своих штучек, там всяких пуговичек, там, ну что ей там для вязания нужно, всяких этих балабончиков там и все такое. А у меня еще одна посылка есть со светящимися поплавками, которые уже 10 дней назад, как таможня, как бы дала добро, что уже можно доставить. А вот почта все еще не доставляет. И я думаю, вот, конечно, когда они привезут. Я уже 100 раз рассказывал про нашу почту. Это таможня находится в центре города. Ну, а от таможни до меня 40 минут езды. Ну вот наша почта городская будет нести 10 дней. Вот эти 40 минут езды превращается по-аргентински в 10 дней доставки. Прикидываете? Это чтоб типа не перетрудиться. А то вдруг перетрудишься. Так что таможня решила, что им так надо. Вот, нашел, почему такая пробка. Потому что Корриентес вот здесь закрытый отсюда, видите, и вниз. И всех сворачивают туда, в Пуэрредон. А почему закрытый? Наверное, из-за манифестаций, как я и рассказывал. Сейчас посмотрим. Будем переходить, заодно глянем. Чего тут? И вот так как этих всех сворачивают в эту сторону, что там? Ну да, вон наши с флажками бегают. Вон там сейчас будет. Или в центре около столба, наверное, пособирались. И как всегда у нас
подайте денежек побольше на пособие. Так как она заявила на прошлой манифестации, теперь везде ее печатают. Она ходила с плакатом, что типа нас правительство хочет заставить работать. И это искусство, типа, и это не есть справедливо, типа, работать. Так что дайте больше пособий. А то если нет, нам придется идти работать, и это не есть справедливо. Ну, сразу корреспонденты, конечно, увидели такой плакат, начали у нее там спрашивать всякие, почему, и 5-е, 10-е, ну, там ее объяснения разные. Вот. Но факт в том, что они считают вот это ходить на манифестации, многие считают это работой. То есть они туда приходят, как они сказали, получат деньги за выход на манифестацию, плюс они с этого пособия еще получают, потом они там покушают, им там кое-каким бывает раздают там всякие штучки наподобие сандвичей. Ну и плюс походили трошки, то есть попрыгают, поскачут, то есть поднимут себе настроение. Ну ничего, значит, поработал уже. Можно идти дальше получать. Это вот тоже все предприниматели сидят, видите? Нас же пооформляли всех этих социальными предпринимателями. Вот так. Потом и говорят, ну, в Аргентине уже безработицы практически нет. Ну, конечно, нет. Вот они все работники сидят, он там грызут огрызки, спят под этими. Они все считаются работниками. Просто такими социальными предпринимателями. Так что да, по бумажкам у нас нет. Это как и доллар у нас по бумажкам. Сколько там? 130 или что? А так, по-моему, уже вчера был 317. А по бумажкам, наверное, где-то 130. Так что все окей. Все идет так, как должно быть. Мы у метро снова. Смотрите, какой у нас подземка такая. Это Кажао называется. Ждем поезда. Только что ушел в ту сторону, теперь ждем, когда приедет, поедем в ту сторону. Нам надо Конгрессу де Тукуман, типа Конгрессу де Тукуманцы называется так станция, в которую я еду. Это от конечной до конечной, а Кажао где-то, ну, не совсем посерединке, где-то 1/3. То есть я тут пешочком уже выходил. Народу забито. Так, я приехал на свою станцию. Смотрите, как я был прав. В плане чего? В плане, сейчас расскажу. А что, тут закрыли? Да, закрыли, надо идти дальше. Я говорил, что пока мы ходим, доллар, наверное, поднимается. Смотрите, новости вам. Написано, что пока там наша Батакис, это министр новой экономики, думает, ну, то есть жует свои мысли, доллар уже продается по 322. Вот вам. Доллар в Аргентине уже 322. И все ожидают каких-нибудь экономических заявлений от министра. Во всяком случае, все так уже что-то надеются. Потому что доллар за последний месяц поднялся на 80 песо. То есть за 4 дня, я же говорю, вот был, уже перешагнул 300, 301, 303 в один день, потом 17, сегодня 22. А знаете еще что скажу? Сейчас уедет это. Это уедет, это приедет. Вопрос еще в чем? Сегодня четверг. Как правило, всякие свои дурные мысли они выражают, как говорят, свои, когда в пятницу, знаете, когда банки закроются. Так что будем ждать завтра какой-нибудь черной пятницы. Потому что что-то им сказать надо. Для того, чтобы что-то сказать, надо что-то понимать в этом. Я думаю, что они так ничего сверхумно не придумают. Такую них хрень обязательно придумают и заявят о ней всегда в пятницу после закрытия банков. Как всегда это бывает. Наподобие того, что доллар из банков больше вы не заберете. Или наподобие того, что доллар превращается из 1 в 300, превращается в 1 в 1000. Ну, то есть у нас же такие были всякие штучки, которые так было когда-то 1 к 1, потом раз там типа в пятницу вечером вам говорят, ну все, сегодня уже типа все под доллар. С понедельника вы не имеете права забрать свои доллары из банковских счетов. И все. И понеслась душа в рай. Банки заваривали. Народ пытался выбить двери, ломать стекла и все такое. У нас таких фокусов проходило очень много.
Так что будем ждать. Это называется поменяли министра. Я рассказывал эту шутку, да, у нас тут президент как-то сказал, что говорит, меня даже волнует, типа, такой стремительный рост нашей экономики. И тут бах, на второй день по Твиттеру уволился министр экономики. Мы все смеемся. Наверное, первая в мире страна, где министр экономики увольняется после такого стремительного роста экономики. Ну и выбрали вот эту даму. Вы думаете, хоть одно заявление какое-то от этой дамы, уже, наверное, сколько она тут, дней 10 у нас. Думаете, хоть одно какое-то заявление было о том, куда пойдет наша экономика? Или думаете, у нас от правительства было какое-то заявление? Вообще, от правительства экономические заявления, думаете, были вот за 3 года этого правительства? Ни одного. То есть, куда мы идем, зачем мы идем? Единственное, что намеки пошли о том, как сказал президент, что надо бороться со всякими туристами, там, которые куда-то едут, потому что они доллары тратят, и это типа курс поднимает. Что туризм это плохо, типа. Потом там уже, ну, в общем, импорт товаров это плохо, потому что за импорт товаров надо доллары платить, которым самим не хватает. А то, что уже останавливается промышленность без импортных запчастей и всего остального, это никого не ковыряет. Им главное дожить еще 1 год и потом попробовать переизбраться. Так что это, как говорят, знаешь, нам ночь простоять, да день продержаться. Так и этим. Надо еще год простоять, да потом продержаться на выборах. Ладно, не буду вас зашугивать. А хотя, честно говоря, это раньше я говорил, приезжайте, Валентин, приезжайте. Сейчас уже наоборот пытаюсь зашугивать. Я говорю, не едьте вы сюда, да не едьте, а то скоро тут уже дышать не будет. Спокойно. Вот такой вот жизнью все понаезжают. Да шучу я, едьте, господи, будет веселее. Тут у нас и так весело, а с вами будет еще веселее. Вот. Хоть будем смотреть реакцию новых людей. Мы-то привычные, нам уже это все как бы приелось. А вот новые люди, они приедут, у них по-новому будет от удивления глаза расширяться. Вот что да как. Смотрю, в форумах там обсуждают. Ой, школа в Буэнос-Айресе такая-то там. У кого средний достаток, лучше туда и не ходите. Там надо типа $1000 платить чуть ли не за обучение ребеночка. Ну, конечно, вы думали, у нас тут такая дешевая страна? Не, нифига, у нас страна еще та, то, что нужно. Так что все, пока на сегодня.